Всем приветик! Спустя полгода я наконец-то вернулся. Совсем недавно произошла история, которую я никак не мог оставить без внимания. Слишком уж характерный случай для тех, кто пытается спрятаться от своих сил, завернувшись в плед из катахезиса. В ноябре я пошел на свидание с одним парнем. Разговор шел прекрасно, легкие шутки, интересные темы. Все по инструкции. И вот в какой-то момент он спрашивает, а чем же я занимаюсь? Я честно не рассказал, чем я занимаюсь всю свою осознанную и неосознанную жизнь. В этот момент парень бледнеет, будто перед ним разверзлась земля и полезли демоны. И я уже в этот момент думаю, ну все, до свидания, вайбовость, здравствуй, неловкость. Но нет. Он выждал паузу и начал рассказывать, что у него в семье была целая линия ведьм-спиритистов, что бабушка и дедушка жили в месте Барселоны, которое я знаю по собственным практикам. И да, они там не паэлью готовили. А еще часть его семьи во время гражданской войны в Испании сбежала в Россию. И они там исчезли. В общем, разговор был длинным, но суть проста. Сегодня у них в семье магия строго под запретом. Потому что он и его ныне живущие родственники пережили такие проявления потустороннего, что они всем строем устремились в католицизм. Ну, после такого продолжения, конечно же, ждать не приходилось. У людей дома духовный карантин. И вот здесь, конечно, каждый практик только усмехнется. Ну-ну, удачи с этим табу. А теперь давайте честно. Если в твоем роду течет источник силы, который бьет ярче, чем светомузыка, тебе необходимо научиться с этим жить, либо попытаться заткнуть его. Но пробка на вулкане, сами понимаете, плохая идея. И вот еще один пример из недавней консультации. Потомки деревенских чернокнижниц полностью решили оборвать магическую линию и уйти в православие. Они начали ходить в церковь, покрестили ребенка. И за последующие несколько лет обе крестные матери и крестный отец ушли из жизни при трагических обстоятельствах, с периодом в 2 года каждый. Их семью так трясло, пока они не сняли крестики и не прекратили насильственную перезагрузку судьбы. И поэтому, когда мне пишут с вопросами по диагностике магических способностей, я просто вздыхаю. Если он есть, ты не спрашиваешь, ты прекрасно знаешь, что он есть. И у тебя совершенно другой вопрос. И что же, собственно, с этим делать? И сейчас я не говорю о том, что способности невозможно развить или открыть их в вас, если вам не посчастливилось родиться в семье, где практиковали предки. Жизнь настолько непредсказуемое чудо, что в этом мире возможно все. Главное, очень-очень сильно этого захотеть и что-то сделать для этого. Обязательно все получится. Но ответственность за ваше решение, как и последствия, будут на ваших же плечах. На сегодня все. С вами был Богдан Дарк. До встречи. Вы же знаете, что случайностей не бывает.